Десятилетиями он жил как призрак, без прописки, жены и детей. Никогда не работал и не платил налоги, но при этом обладал многомиллионной коллекцией искусства. Старика вычислили случайно. Это история о Корнелиусе Гурлите, самом загадочном подпольном коллекционере Европы. Более полувека он тайно хранил тысячи картин. Все полотна были конфискованы или куплены за бесценок у еврейских семей, спасавшихся бегством с оккупированных территорий во время Второй мировой. Кому в итоге досталась уникальная коллекция и кто из владельцев смог вернуть утраченные полотна? Любопытно? Тогда досмотрите этот ролик до конца. 2010 год. В поезде Цюрих-Мюнхен таможенники проводят стандартную проверку пассажиров. Среди них элегантный 80-летний мужчина. Старенькое, но дорогое пальто, мягкий взгляд, аристократические манеры. При досмотре у пенсионера нашли 9000 евро наличными. Сумма почти предельная для провоза без декларации, но формально придраться не к чему. Мужчина выглядел как типичный обеспеченный немец, возвращающийся домой после отдыха в Швейцарии. И все же кое-что опытному таможеннику показалось странным. Пожилой человек по имени Корнелиус Гурлит вез 18 новых купюр по 500 евро, что не свойственно обычным туристам. Гурлит объяснил это тем, что продал картины из личной коллекции галереи в Берне. Но таможенную инспекцию это не убедило. Маршрут Цюрих-Мюнхен часто используется для скрытого вывоза наличных из Швейцарии без уплаты налогов. Пожилой немец вполне мог быть одним из таких нарушителей. Дело Гурлита было передано в налоговые органы. Вот тогда и начали выясняться очень странные обстоятельства. Оказалось, что у Корнелиуса Гурлита не было налогового номера. Он никогда и нигде не работал, пенсию не получает, в собственной квартире в Мюнхене не зарегистрирован. Все расходы на свое лечение всегда оплачивал наличными, а паспорт продлевал в немецком консульстве в Австрии. Никаких нарушений закона за Корнелиусом не числилось. Интернетом старик не пользовался, номера в отелях бронировал, отправляя обычное бумажное письмо, напечатанное на старой печатной машинке. Ни детей, ни жены. Только дальние родственники, которых Корнелиус не желал видеть. Все это выглядело максимально подозрительно, почти как описание жизни идеального шпиона, что в итоге оказалось довольно близко к истине. Расследование налоговой полиции оказалось не пустой затеей. Через 2 года правоохранители уже стучались в дверь Гурлита с ордером на обыск. В скромной мюнхенской квартире их ожидала находка века. Огромная коллекция полотен мастеров разных эпох на миллиард евро. 1400 картин, среди которых полотна Анри Матисса, Марка Шагала, Эмиля Нольде, Отто Дикса, Альбрехта Дюрера, Делакруа, Тулус-Латрека, Поля Гогена и других гениев были изъяты по результатам первого обыска. Позже полиция обнаружила еще тайник в квартире в Зальцбурге. Кстати, для вас небольшая викторина. Как думаете, чья это картина? Варианты ответа. Анри Матисс, Марк Шагал, Пабло Пикассо. Проголосовать вы можете в комментариях, ссылка на викторину доступна в описании под видео. Живописные сокровища находились не в лучшем состоянии, на некоторых полотнах появилась плесень. Блеск краски потускнел под слоем грязи. Дело не в том, что Корнелиусу Гурлиту были безразличны эти картины. Напротив, он считал их своими друзьями, мог часами с ними разговаривать в темноте. После ухода из жизни родителей и сестры именно полотна великих живописцев стали его единственными спутниками. Дело скорее в том, что Гурлит физически не мог справиться с задачей курирования коллекции, сопоставимой с коллекциями многих крупнейших галерей мира. Шок от увиденного был настолько сильным, что на несколько мгновений в квартире повисла почти звенящая тишина. Придя в себя, полицейские быстро сменили изумление на профессиональный интерес. Откуда у одинокого 80-летнего старика многомиллионная коллекция? Ответ на этот вопрос уводил далеко в прошлое, во времена Третьего рейха. А у истоков этой истории стоял другой человек, отец Корнелиуса, Хильдебранд Гурлит. Именно он заложил основу той самой коллекции. Во время нацистской Германии Хильдебранд был одним из 4 арт-дилеров, которым доверяли работать с изъятыми произведениями искусства. Через его руки проходили картины, конфискованные у музеев и частных коллекционеров, в том числе у еврейских семей, вынужденных расставаться с ними за бесценок или взамен сохранения жизни и свободы. Именно Гурлит-старший занимался вопросами пополнения коллекции высокопоставленных персон Третьего рейха. То, что спустя десятилетия нашли в квартире его сына, оказалось не просто личным собранием. Это было наследие одной из самых темных и противоречивых страниц истории искусства. Однако, все та же немецкая пунктуальность сыграла на руку уже сыну бывшего арт-воротилы, кстати, погибшему в автокатастрофе в 1956 году. На руках у Корнелиуса сохранились расписки бывших владельцев, что делало его легальным владельцем коллекции и позволяло продавать картины на официальных аукционах. Но что интересно, если Гурлит узнавал о живых наследниках бывших владельцев картин, им перечислялся процент с продажи произведений искусства. Эта предосторожность в сочетании с другими шпионскими привычками жизни и позволила Гурлиту продержаться в тени полвека. Другим обстоятельством, сыгравшим на руку наследнику арт-дилера, стал закон Германии о реституции, а точнее срок действия по подобным делам 30 лет, которые давно прошли.
Но налоговые органы не простили Корнелиусу незаконный многолетний бизнес. На подпольного коллекционера завели несколько дел по уклонению от налогов, а с учетом его возраста и здоровья предложили расстаться с коллекцией без судебных тяжб в обмен на налоговую амнистию. Но Корнелиус не согласился на сделку и пошел в атаку. Он нанял адвокатов, и те многократно оспаривали решения суда, как по штрафам, так и по конфискации полотен. В завязавшейся юридической неразберихе, связанной с правами на картины, немецкое правительство приняло решение пока не публиковать полный перечень обнаруженных шедевров. Но часть работ все же была опубликована, и в данный момент по ним еще идет процесс установления всех деталей владения. А некоторые шедевры даже смогли найти своих законных владельцев. Например, картину Поль Синьяка «Набережная Клиши. Серая погода» вернули наследнице коллекционера, сбежавшего в годы войны во Францию. Картина принадлежала Гастону Просперу Леви до конфискации ее во время Второй мировой. В 2014 году таинственный коллекционер ушел из жизни. Но незадолго до этого обиженный на действия немецких властей Корнелиус завещал все свои картины художественному музею в Берне. При этом он пошел на сделку с властями Германии и согласился вернуть картины владельцам, если такие объявятся и докажут свои права на произведение искусства. Специалисты музея исследовали загадочную коллекцию и в середине 2020 года сделали заявление, что выяснить, кому ранее принадлежали 1000 из примерно 1500 картин, невозможно.